Илюш, ты чего? Опять забыла сохраниться? Черт меня дернул пересмотреть. Ну ты же знаешь. Знаю я все. Но просто в такие моменты я собой не управляю. Ладно, иди. Не позорь профессию. Видел? Так же и тебя, пока ты просто смотришь кино, кто-то программирует на определенные мысли и эмоции. Это правда. Есть те, кто решает, где тебе смеяться, бояться или плакать. И эти страшные люди... Сценаристы. Они чихают на личные границы и управляют чужими эмоциями, как считают нужным, ради высоких рейтингов и, как ни странно, ради самих же зрителей, чтобы дать прожить уникальный опыт. Сегодня мы раскроем, как они жонглируют эмоциями зрителей, используя сценарные приемы и фишки. А в конце мы сознаемся, что мы подмешали в это видео, чтобы тебе захотелось его досмотреть. И еще разберем, почему финалы некоторых фильмов до сих пор выбивают слезы у миллионов людей. И дело не в... В общем, тебя ждет масса инсайтов. Погнали уже! Вы в сценарном ателье, и мы начинаем! Этому приему уже более 100 лет, и он работает лучше любого скримера. Суть его в том, что только ты знаешь правду, а герой нет. Вот, например, простая сцена. 2 человека разговаривают. Никакого экшена. Но ты уже ерзаешь в кресле и думаешь, он же сейчас туда заглянет и увидит. И это состояние тревожного ожидания, когда ты сам себя накручиваешь, зная, что может произойти. Тебе становится не по себе от мысли, что, возможно, персонаж доживает свои последние секунды. А все потому, что ты заранее узнал информацию, о которой персонаж еще не подозревает. И тебя будут держать в этом состоянии столько, сколько потребуется. А теперь переворачиваем. Сценаристы любят это дело. Теперь персонаж знает, что происходит, а ты нет. И сразу появляется легкое чувство потерянности. Как у человека, который зашел в комнату посреди разговора или в момент ссоры. Да, формально все ведут себя нормально. Но кто-то слишком быстро отвечает, фразы обрываются, кто-то не смотрит в глаза. Слова «все хорошо» звучат так, будто на самом деле все очень и очень плохо. И мозг начинает додумывать, заполняя пустоту. И почти всегда получается страшнее, чем есть на самом деле. Ведь неизвестность – это идеальный двигатель страха. А теперь представь, что тебя лишили информации полностью. Ты знаешь только то, что узнает персонаж. Ты будто погружаешься внутрь него, находишься в его шкуре, проживаешь события, узнаешь и видишь происходящее одновременно с ним. Любить. Рожать. И тебе приходится выбирать точку зрения персонажа и соглашаться с его решением. Ведь ты пока не можешь собрать полную картину происходящего. Информация скрыта от тебя, равно как и от него. И ты доверяешься ему и идешь в темноту раскрывать правду вместе с ним. Все эти приемы про то, кто в моменте знает правду, а кто нет. А сейчас мы расскажем, к какому приему часто прибегают культовые режиссеры и сценаристы. Было бы здорово, если бы в каждом фильме были бы хотя бы крохотные частички комедии. Но давайте поговорим о том, что называется тихое, но сильное чувство. Потому что одна из удивительных вещей в кино – это эмпатия. Момент, когда ты ловишь себя на мысли: я еще не знаю, кто он и чего хочет, но мне уже не все равно. Чувство симпатии в кино – не случайность. Сценарист умеет заранее купить твое расположение буквально за минуту экранного времени. Есть один известный прием, который часто используют. В сценарной среде он называется «спасите котика». Когда в начале истории герой совершает маленький человечный поступок. И все. Зритель подписывает внутренний контракт. Окей, я за него. И это не означает спасать котенка буквально. Хотя и такое бывает. Это может быть
защита слабого, когда он не обязан. Я не продал ничего еще. Сказал конфискуй и все. Вот. Или он сохраняет свое достоинство перед превосходящей угрозой. Или же он чем-то жертвует ради другого. А еще он может просто честно выполнять свою задачу, хотя никто не видит его заслуг. Вариантов тут много, но должно быть соблюдено 3 момента. Поступок должен быть понятен без объяснений, невыгоден или хотя бы неудобен герою и демонстрировать человечность персонажа. Мы можем еще толком не знать его, но нам уже понятен его выбор. Хитро, да? Но самое интересное, что этот контракт может быть долгосрочным. Авторы не останавливаются на этом, а идут дальше. Они как бы берут твою симпатию в долг, чтобы ты оправдывал дальнейшие действия персонажа. То есть сценарист может показать тебе один положительный поступок, а потом герою могут позволить быть сложным, колким и даже плохим. Ты видел, каков этот персонаж в своей сути. Ты уже выдал ему кредит доверия и даже готов подождать. Это важно. Ведь эмпатия часто рождается не столько из-за силы человека, сколько из его уязвимости. На одном из таких приемов построено большинство фильмов с антагонистом в главной роли. Если хочешь узнать, как сделаны фильмы, в которых обходят твою мораль со сценарной точки зрения, то оставь комментарий и обязательно подпишись, чтобы не пропустить. А мы сделаем это уникальное видео для тебя. А сейчас, внимание! Особый прием, когда сценарист как бы упаковывает эмоцию в некий предмет, который становится носителем связи, долга, обещания или любви. И когда он снова появляется по истории, то чувство возвращается вместе с ним. Зрителю не нужно заново объяснять, почему это важно. Предмет уже прошит в нашей памяти, и мы понимаем, что он означает для героя. Особенно, когда он снова оказывается в его руках. Вот таким образом в нас включают доверие и симпатию к персонажам. Ну а дальше начинается самое интересное. Окей, сейчас выдохнем. Смех у зрителей тоже работает по плану. И в своих сценариях мы также используем разные приемы. Ведь комедия – это не про то, что нужно быть веселым человеком, а про четкое управление ожиданием. Смех рождается не от смешного слова, а потому что в твоей голове уже успела родиться одна версия, но внезапно появляется вторая, которая выставляет первую версию глупой. Основная механика выглядит так. Тебе обрисовывают понятную ситуацию. Мозг сразу фиксирует. Ага, мне ясно, о чем это. И дальше появляется новая деталь. И то, что мозг напридумал до этого момента, оказывается неожиданным. И тебе становится смешно. Вот на примере суслика. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. У тебя родилось ожидание. Сейчас мне его покажут. А потом неожиданно. Его не покажут. Его не видно. Но он есть. И смешно. Потому что это было неожиданно. И если коротко, то смех рождается на сломе построенного в твоей голове ожидания. И в хорошем сценарии слом происходит всегда быстро. И чем сильнее контраст, тем ярче эмоции. А вот более сложная версия этого же приема. Тебе сначала показывают закономерность, затем закрепляют эту закономерность. И только потом ломают самым неожиданным образом. Теперь вот такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может, нужна... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот так попробуйте. Почему это смешно? Потому что после второго раза мозг уже уверенно прослеживает последовательность, понимая, куда все идет. И именно в этот момент авторы говорят «нет» и ломают последовательность, что рождается у зрителя смех. Но это еще не все. Если успешную шутку повторить с новой вариацией слома, то этот прием способен вызывать у зрителя постоянный смех. Работает это так. Берется небольшая шутка, над которой ты уже посмеялся. Потом она повторяется, но в новом контексте. А потом еще раз, но усиливается или переворачивается. Да, теперь зритель начинает ждать не просто, что будет дальше,
а когда вернется именно этот момент и именно эта шутка. То есть сама шутка становится крючком удержания. Я не успокоюсь, пока не расчешу в кровь, и доктор не заставит меня носить рукавицы. Спасибо. И это уже не смех от неожиданности, а смех от узнавания, помноженный на количество повторов. Да, смех тоже имеет специальные алгоритмы. Но посмеялись и хватит. Я уверена, ты точно можешь вспомнить не один фильм, где тебя буквально приклеивало к экрану, когда сценарист использовал максимально честный прием – таймер, вводя ограничения времени. Пока времени сколько угодно, мозг расслаблен. Но как только автор задает какой-то лимит, твои мысли больше не плывут. Они становятся четкими. Когда появляется таймер, у сцены появляется давление. Прямо как в жизни. Первый вариант – самый наглый и эффективный. Цифры прямо перед глазами. Осталось 10 минут. Через 3 часа это случится. 3 дня до катастрофы. То есть в кадре обратный отсчет. Тут даже не надо объяснять. Правило превращает обычную поездку в гонку. А теперь вариант умнее. Таймер без цифр. Ты его не видишь. Ты его чувствуешь. Кислорода меньше. Крови больше. Темнота ближе. Батарея на исходе. Расстояние сокращается. Температура повышается. Дверь скоро закроется. Чувствуешь? Будто само время сжимается. Эй, не забывай дышать. Идем дальше. Таймер также хорош, когда он в теле. Руки дрожат. Темнеет в глазах. Вдох дается с трудом. Даже без цифр на экране зритель понимает еще чуть-чуть. И все. Но вот ведь фокус. Один таймер сам по себе не вызывает эмоций. Он начинает работать только, когда в сцене появляется цена. Цена, которую герои должны будут заплатить за промедление. То есть ставка. Каждая секунда на вес золота. Если задержался, еще кто-то погиб. Враг скроется. Улики исчезнут. Путь обратно закроется. Команда проиграет. И вот тогда зритель уже не просто ждет развязки. Он начинает проживать каждый кадр так, будто сам находится по ту сторону экрана. Подключается к героям еще сильнее. Ну давай, только не тормози. Бей. Уходите оттуда. Беги. В какой-то степени это идеальная форма удержания. Потому что она не давит морально, а обращается к первобытным инстинктам внутри тебя. Таймер – это всегда вопрос. Успеют ли? Окей, мы что-то разогнались. Давайте немного успокоим пульс. Что если я вам скажу, что есть прием, который включает эмоцию без погони и криков? Когда персонажи говорят одно, а имеют в виду совсем другое. Становится как-то холодно и неуютно. Но ты не можешь объяснить, почему. Тебе это пригодится. Это называется подтекст. И сейчас покажем, как он устроен. Подтекст – это когда за простым разговором спрятан истинный смысл. Например, про любовь, власть, угрозу, контроль, унижение или страх. Чтобы прием сработал, в сцене нужно соединить персонажа, который страстно чего-то хочет получить, и отсутствие возможности говорить напрямую, опасаясь последствий. И тогда каждая вежливая фраза становится продуманным ходом, как в шахматной партии. И сцена держит на поверхности разговор о погоде, здоровье, цвете стен, а в глубине вопрос – выживешь ты или нет? На кону вся твоя жизнь. Ты просто об этом не знал. Так появляется чувство опасности и страха. А вот другой, кинематографичный и уже довольно частый прием в наше время – жанровая подмена внутри сцены. Фильм может начинаться как психологический триллер. Ты вместе с персонажем пытаешься понять, опасен ли этот человек напротив. А спустя минуту он уже мертв, и это уже хоррор про выживание.
а персонаж спасается от уродливого монстра. И вот твое сердце бешено колотится. Или другой. Все начинается как городская комедия с шутками, драками. Тебе смешно, тебя развлекают. Потом это оказывается sci-fi экшен, где персонажи борются с пришельцами за эту планету и за выживание. И тебе уже совершенно не до смеха. Тебя сознательно переключили на тревогу. То есть сначала для тебя создали уютные правила жанра. Можно расслабиться. А потом их подменяют. И ты чувствуешь опасность. Ведь по-простому жанр – это обещание определенных эмоций. А подмена жанра – это когда это обещание нарушают прямо у тебя на глазах. Да, так тоже можно управлять твоими эмоциями и чувствами, лишь сменив жанр. И если подтекст – это что-то скрытое, то сейчас мы поговорим про неочевидный инструмент манипуляции нашими эмоциями. Окей, с этой темой разобрались. А теперь главный фокус сценариста, который взорвет твой мозг, как наш когда-то. На эмоцию влияет не только что и как случилось, но и в каком порядке ты узнаешь эти факты. Один и тот же сюжет можно пересобрать так, чтобы вызвать тревогу, вау-эффект или растерянность. Если сначала показать последствия, любая спокойная сцена станет напряженной. Если дать загадку, без ключа, включится охота за смыслами. А если в какой-то момент раскрыть причину, даже самое ужасное вдруг станет понятным и оправданным. То есть кадры те же, меняется только их порядок, а вместе с ним хронология событий и порядок сцен. Поэтому структура – это не про красиво выстроенный сюжет, а про волшебную палочку, с которой можно создавать эмоции буквально из ничего или делать более сложные коктейли из уже имеющихся. Так, например, можно использовать обратную подачу событий из конца в начало, чтобы зритель физически чувствовал дезориентацию и потерю опоры, точно так же, как и персонаж. И только в конце испытать настоящий шок от правды. Или пересобрать сюжет по внутренней временной логике так, чтобы показать цикличность и закончить на событии, с которого на самом деле все началось. А зритель испытал в конце фильма принятие, а не горечь и боль от неизбежности. Мозг не любит хаос. Он постоянно пытается собрать смыслы воедино. И структура – это отличный способ через особую последовательность вызвать нужную эмоцию у зрителя. А ведь есть еще и пересборка. Эффект, когда тебе заменяют одно чувство другим. Сценарист выдает факты об истории слоями. Ты наверняка помнишь фильмы, когда тебе презентовали одну версию персонажа, и, допустим, поначалу он тебя пугал. Затем ты узнавал какой-то факт о нем, и образ персонажа менялся. Он начинает вызывать отвращение. После этого добавлялся новый факт, и ты неожиданно проникался к нему глубочайшей симпатией. То есть авторы не дают тебе утвердиться в одной эмоции. С каждым новым фактом они вынуждают тебя пересобирать свое отношение, сомневаться, возвращаться, переоценивать. Вы заслуживаете моего признания. Простите. Вы вовсе не были к ней добры. Эмоция любопытства – мощная штука для удержания. Пока картина не собрана, мозг не может остановить работу. Мозг вовлечен до конца, до самого последнего поворотного события, финального твиста. Когда ты узнаешь не просто недостающий, а бережно сохраненный кусочек информации, способный вызвать шок. Он выдается под занавес. И вот ты сидишь перед экраном, провожая титры невидящим взглядом, озаренный или оглушенный пониманием, что весь фильм или его отдельные сцены имели абсолютно иное значение, нежели ты думал. И вся структура вела к этой самой точке. И делалось это не для того, чтобы обмануть тебя, а чтобы удержать в рамках конкретного видения для получения важного инсайта и принятия полной картины истории. Такие фильмы оставляют яркое послевкусие, правда? Теперь мы знаем, что сценаристы
колдуют над структурой, чтобы ты испытал еще больше чувств. Вот мы и добрались до важного. И давай сразу к сути. В кино ты плачешь не потому, что тебе грустно, а потому что тебя довели до момента, где персонаж делает тяжелый моральный выбор и платит за него самым дорогим. Слезы очень редко появляются, если персонаж делает этот выбор из-за обстоятельств. И наоборот, текут ручьем, когда герой мог поступить иначе, но сам принял это решение. Я устал, босс. Устал быть в дороге, одинокий, как воробей под дождем. Я устал, что у меня никогда не было друга, с которым можно поговорить, куда мы идем, откуда и зачем. Я остаюсь, я отпускаю, я отдаю. В такие моменты ты чувствуешь одновременно и уважение к его решению, и боль за цену, которую он заплатил. «Титаник» или «Армагеддон»? Верните Рекса. Да-да, я слушаю. Говорит самый главный судья страны. Давай я тут сама. Не вернете Рекса? Рекса? Это и есть моральный выбор, о котором говорил Влад. Любовь, ответственность, долг. Не на словах, а в поступках. Так, надо как-то собраться. И сразу самый главный ингредиент этого приема. Заранее, пока все еще хорошо, важно установить связь со зрителем через фразу или предмет. Это такой мини-договор, важный для персонажа. Например, клятва, фразы обещания, общие мечты или планы на будущее. А предмет может быть любой. Кольцо, письмо, платок. Они могут появляться и звучать не раз по истории. Но каждое появление такого предмета – это усиление связи, чтобы ты проникся и разделил идеи и цели героя. И когда в финале ему за эту связь придется заплатить, ты будешь плакать, потому что этому маленькому договору не суждено сбыться. Так что же сделали сценаристы, чтобы «Титаник» так запал нам в душу? На самом деле несколько вещей. Первое. Они создали связь между зрителем и персонажем. Второе. Добавили обещания, данные персонажам. И в-третьих, сделали развилку, где нельзя спасти всех. Слезы тут от того, что обещание было сломано ради любви. А что же мой любимый «Армагеддон»? Там тот же механизм? Похоже, но акцент другой. Здесь было дано сразу два обещания. Первое – это обещание заботиться о дочке, которую Хэри передает Эйджею. А второе – это обещание вернуться, которое он уже не сможет сдержать. Я должен идти. Нет, папа. И по сути, это передача жизни и ответственности другому. Я все поняла. В обоих случаях это самопожертвование. Но если поступок Джека в «Титанике» – это тихое согласие умереть, то поступок Хэри в «Армагеддоне» – это активное решение, подтвержденное действием. Да, но главное, что оба работают на эмоцию. И заметьте, в обоих случаях сами объекты, будь то корабль или астероид, это лишь декорации, антураж, на фоне которого разворачивается человеческая драма. Вот почему кино – это не магия, а искусство смысла, который может только показаться обманом. Но если история не оставила тебя равнодушным, значит, она честно стоила каждой твоей эмоции. кино почти никогда не оставляет тебя пустым. Даже если фильм не понравился, ты все равно выходишь с чем-то внутри. Со скукой, раздражением, отвращением, ощущением потерянного времени, наконец. Ну так себе примеры, конечно. А что? Это тоже эмоции, и они могут быть результатом сценарной конструкции. Просто не всем такое по вкусу. Итак, сегодня вы узнали, что эмоции в кино не случайность. Их вызывают моментом получения информации, порядком сцен, подтекстом, игрой со временем и многими другими приемами. Может, пора раскрыть, какой прием мы замешали в это видео? Точно! Это один из самых простых, но при этом действенных приемов,
который встречается во многих значимых фильмах. Мы специально чередовали блоки так, чтобы ты не устал и не привыкал только к одной эмоции. Мы провели тебя от удивления и тревоги через радость и напряжение, грусти и сопереживанию. Ведь кино работает не только на мозг, но и на тело. После напряжения должна идти разрядка, иначе ты выгоришь и выключишься. А если, например, выезжать только на смехе, сама история обесценивается. Потому что психологический мозг привыкает к одной эмоции и перестает на нее реагировать. Контраст и определенная амплитуда эмоций удерживает зрительское внимание гораздо лучше, нежели когда все ровно весело или ужасно. Поэтому после долгого периода веселья одинокая слеза героя ощущается гораздо глубже, чем после бесконечной драмы. И это задает ритм с подъемами и спадами. И история начинает звучать как музыкальная симфония. Надеемся, что качели сработали, и ты с интересом погрузился в волны этой симфонии вместе с нами. А также мы верим, что к концу этого видео ты перестал быть тем, кого авторы фильма вслепую вели за руку по коридору эмоций и начал понимать, как кино говорит с тобой на языке чувств и эмоций. Это сценарное ателье, и мы благодарим за твое время. Пока! А, ты еще здесь? Ого, кажется, кто-то втянулся. Ну тогда для самых увлеченных приятный бонус. Мы расскажем про интересные, по нашему мнению, приемы, которые добавляют эмоции уже после съемок. Сценаристы проектируют эффект, а постановка, монтаж, звук могут его не только усилить, но даже частично придумать заново. И вот пример. В фильме «Психо» знаменитую сцену убийства в душе Хичкок изначально задумывал вообще без музыки. Но композитор Бернард Херман принес свою музыку и сказал: просто попробуйте. И это были те самые струнные, тот самый визг скрипок, который стал символом сцены. Послушав, Хичкок признал, что это в разы усилило сцену, и она стала поистине легендарной. В итоге он даже почти удвоил композитору гонорар. Сценаристы сделали ситуацию страшной, а композитор – культовой. И еще один неожиданный усилитель – тишина. Когда звук резко обрывается, мозг чувствует контраст и мгновенно замирает. Ее используют как удар по вниманию, чтобы зритель физически почувствовал себя в сцене. И еще один пример из нашего любимого – психоакустика. При монтаже для определенных моментов используют тон Шепарда. Это такая аудиоиллюзия, которая звучит так, будто тон все время нарастает, но на самом деле он ходит по кругу. Так, в «Дюнкерке» Нолан и Ханс Циммер использовали его, чтобы создать ощущение непрерывного напряжения. Как будто тревога вообще не отпускает. Представляете? Его вписали еще на уровне сценария для большего погружения в сцену. И по нашему мнению, это уже чит-код по взлому восприятия зрителя. А то ли еще будет. Мы собрали гайд плюс дешифратор по сегодняшнему выпуску. Если он тебе нужен, переходи по ссылке в описании. Мы сценаристы Владислав и Эльмира Веселовы. И нам не все равно, что кино делает со зрителем. Увидимся в новом выпуске, где на примере одной картины мы покажем все уровни зрителя. ЗТМ. ЗТМ.